Это видео будет о лучших, по моему мнению, естественных болеутоляющих. Я снял много роликов про боль, а этот будет про доступные естественные средства от нее. Не знаю, в курсе ли вы, но в год на болеутоляющие тратится около 635 миллиардов долларов. На болеутоляющие, ведущие к снижению продуктивности. Беда в том, что люди принимают лекарства, отпускаемые по рецепту, и в итоге подсаживаются на них. Появляются побочные эффекты, да и проблема в итоге так и не решается. Все это лишь временные решения. Существуют 3 категории боли, они разные. Первая категория — это повреждение тканей. Это могут быть ушибы, растяжения, в общем, боль от подобного рода травм. Вторая категория — боль от повреждения нервов. Это может быть от периферической нейропатии в случае диабета. От высокого уровня сахара в крови нервы разрушаются. Это второй тип источника боли. А еще есть отраженная боль. Ее часто игнорируют и не понимают. У стольких людей что-то болит, а источник этой боли в другом месте в теле, чаще всего в пищеварительной системе. Если у вас болит правое плечо, или правая сторона шеи, или между лопаток, или правая трапециевидная мышца, то, вероятнее всего, боль исходит из желчного пузыря или печени. Если же болит слева, то это может быть поджелудочная, потому что вы съели что-то, что есть не стоило. Если у вас болит поясница, то это может быть из-за камня в почке. Если у вас болит в нижнем правом квадранте, то это может быть аппендикс. В общем, есть много видов боли, которые исходят из совершенно других мест. Много головных болей исходит из органов ЖКТ, и если вы лечите только симптомы, а не источник боли, то вы от нее так и не избавитесь. Вот вам пример. Давным-давно ко мне в клинику пришла женщина, и у нее была стенокардия, боль в груди, и она пошла к врачу. Потратила $40 000, не знаю, со страховки ли или своих. Она потратила $40 000 на всевозможные анализы и тесты. Проблем с сердцем у нее не нашли. Она пришла ко мне и попросила помочь. Я спросил, когда это произошло. Она сказала, не помню, вроде на прошлой неделе. Я сказал, постарайтесь вспомнить день недели. Она ответила, вроде вторник. Отлично, а во сколько? А она задумалась и сказала, в 5 часов. Я спросил, а что случилось прямо перед этим? Вы что-то съели, что-то сделали. Она думала, а затем улыбнулась и сказала, да. Я заскочила в лавку с мороженым и съела банановый сплит. Я обычно его не ем. Я сказал, спасибо, ложитесь на стол. Я-то знаю, что если съесть банановый сплит, то живот, а то и желчный пузырь может вспучить. Я начал массировать в области желчного. На ощупь он был как камень. Я поработал над ним, и вся ее боль в груди и в сердце полностью исчезла. Боль была связана с тем, что она съела. В организме есть связь, о которой люди не знают. Может быть хроническая боль в спине, боль от рака, боль от фибромиалгии, которая, кстати, зачастую бывает с одной стороны, чаще всего справа. Так что, если у вас такое, обратите внимание на желчный. Головные боли, опять же, ЖКТ. Особенно, если вы съели что-то не то. Артрит может быть как системным, так и локальным. Боль после операции. Тело болит, потому что идет заживление. Ревматоидный артрит — это когда в теле много воспалений. И, наконец, боль от травм. Итак, вот мой хит-парад болеутоляющих. Первое — это ДМСО. Его можно достать в виде мази. Он очень хорошо впитывается кожей. Он даже проникает через мембрану в клетки, при этом не повреждая их. Лучше всего обрабатывать им суставы, или же воспаление в разных участках тела, будь то мышцы или суставы. Его очень легко достать, и у него почти нет побочных эффектов. Второе — это кое-что под названием бенфотиамин. Его тоже можно купить в магазине здоровых продуктов или в интернете. Бенфотиамин — это жирорастворимый витамин В1. Изначально его создали, чтобы лучше проникать в жировую ткань, потому что он жирорастворимый. Он может проникнуть сквозь миелиновую оболочку и даже проникнуть в мозг и помочь от периферической нейропатии при диабете.
Если у вас покалывание в ногах, или боль, или жжение, даже в руках, то вам нужен бенфотиамин. Бенфотиамин очень хорошо минимизирует осложнения и побочные эффекты диабета. В общем, он очень хорош. У меня про него много видео. Корень жгучей крапивы — одно из лучших противовоспалительных травяных средств. Если вы будете употреблять его в больших дозах, то увидите, что воспаление в теле уменьшится. И почти нет побочных эффектов. Чудесно. Витамин D. Примерно 20, 30 или 40 тысяч международных единиц. Я бы порекомендовал его. Отлично помогает при поясничной боли и при воспалениях. Он действует как натуральный кортизол, который является противовоспалительным гормоном. В общем, витамин D помогает от боли. Далее у нас кора ивы. В ней есть вещество, которое превращается в салициловую кислоту. Это, по сути, аспирин, натуральная версия аспирина. Если мне не изменяет память, аспирин как раз и получили из коры ивы и сделали более концентрированным. Ведь кору нельзя запатентовать. Но кора ивы обладает интересными свойствами. Снимает боль. И последнее. Рыбий жир. Можно принимать крилевый жир или масло из печени трески. Оно отлично помогает от боли. В нем не только есть витамин D и витамин А также EPA и DHA, омега-3 жирные кислоты, а они противовоспалительные. Это была шестерка лучших натуральных, естественных болеутоляющих средств. И если вы еще не видели мое видео про отраженную боль, я дам ссылку. Посмотрите.